В жизни каждого человека наступает момент, когда происходящее с ним объяснить достаточно сложно. И из-за недостатка знаний он вынужден прибегнуть к альтернативным источникам информации. Но ответ гораздо ближе, чем он думает. Эти ошибки мышления называют когнитивными искажениями. И эта рубрика как раз об этом. У многих такое было. Вы узнаете новое слово или нашли для себя новую группу, которая на самом деле уже 100 лет. Вам понравился фильм, о котором вы раньше никогда не слышали. Но буквально в ближайшие пару дней вы натыкаетесь на их упоминания и думаете, что это уже просто везде, где только можно. Как такое возможно? Неужели мысли материальны? Все в порядке. Вы не сошли с ума, никакой мистики не произошло, и это не сбой в матрице, а ваш мозг просто над вами издевается. И сегодня мы разберемся, что же такое феномен Баадера-Майнхоф, и почему, когда вы смотрите на часы, там всегда одно и то же время. От создателей драмы готов поклясться, я только сегодня об этом подумал. И триллера «Какого хрена это число меня преследует». Кинокартина «Феномен Баадера-Майнхоф» основана на событиях. Никогда не слышали о нем? О-хо-хо, поверьте мне, теперь вы о нем из каждой щели слышать будете. И это даже не шутка. Ну, разве что отчасти. Немного истории. Мы привыкли к тому, что феномены или эффекты называются именами тех, кто их придумал или открыл. Ну, часто именно так и происходит. Следовательно, Баадер-Майнхоф — это ученый или два ученых, которые приложили к этому руку. Забудьте нахрен. Название этому феномену, по сути, послужил мем. Да, в 1994 году в одной газете было опубликовано письмо с интересным рассказом. Человек завел разговор о странной фигне, когда ты о чем-то узнал, и вдруг вокруг замечаешь очень много этого. Он рассказал историю, что как только узнал о старой террористической группировке Red Army Faction, то буквально за день услышал о ней еще несколько упоминаний, хотя, казалось бы, такая локальная история. Лидерами этой группировки были Андреас Баадер и Ульрика Майнхоф. Вот почему этот феномен так и называется. Какая глупость. Один человек просто испытал на себе этот эффект, назвал в честь террористов, и все начали говорить: блин, такой сегодня Баадер-Майнхоф словил, жесть просто. А потом уже пошло в открытый интернет. Вот тебе история возникновения. Вообще, неплохая идея. Если столкнетесь с таким эффектом, то и назовите его подобающе, и напишите в комментариях. У меня так было с LJ. Я узнал о нем после вот этого выпуска, где мне говорили, что на обложке я на него похож. И после этого из каждой сраной щели я слышу о нем феномен LJ. Я не буду так его называть. Может, другое название придумаем? Но интернет говорит нам, что этот феномен был открыт еще раз, но в этот раз уже профессором лингвистики Арнольдом Цвики, и более научно. Иллюзия чистоты. Ну и звучит более понятно на самом деле. Он разделил этот феномен на два разных процесса. Селективное мышление, когда вы концентрируетесь на чем-то одном, игнорируя другое, и предвзятость подтверждения, когда вы интерпретируете любое событие и совпадение так, как вам выгодно, и чтобы подтверждалась ваша точка зрения. В совокупности все это чувство, блин, странно. Я же только недавно об этом узнал. Создает какой-то движ в штанах, и вы думаете, что это все не просто так нахрен получилось, ведь так часто совпадений просто не бывает. А на самом деле мы с вами очень недооцениваем вероятность совпадения каких-то событий. Они происходят постоянно, уж поверьте. Перечитывая книгу «Псевдонаука», я нашел нужную историю. В жизни и смерти двух президентов Америки, Линкольна и Кеннеди, столько совпадений, что люди начинают подозревать, что это какой-то заговор или ошибка в матрице. Почитайте на досуге. Там совпадений больше, чем несовпадений. Даже вице-президенты обоих глав имели одинаковые фамилии. О чем тут вообще говорить? Кажется, нужно сделать еще один выпуск про совпадения. Но я отвлекся. В простонародье есть еще один эффект, и он встречается постоянно. Но люди не знают, как он на самом деле называется. Так что... Эффект синей машины. Что это такое? Это когда ты пытаешься выделиться, покупаешь себе синюю машину, но вдруг начинаешь замечать, что вон там проехала еще одна такая же синяя машина, еще одна стоит у подъезда. Неужели их стало вдруг настолько много вокруг? Я этого не замечал. У меня что, не получилось выделиться? Также и с беременностью. Женщины говорят, что как только они узнают, что у них скоро должен появиться ребеночек, они там и тут видят беременных женщин. Все просто.
Делая акцент на чем-либо, вы или ваш мозг начинают уделять этому сверхвнимание, поэтому не очень удивительно, что вы начинаете замечать то, на что вам буквально вчера было наплевать. Леха, это озеро тут давно было? Не помню. Грубо говоря, мозг, вы, можете найти нужное в каше информации, которую вы принимаете. Мимолетно вы увидели слово, которое только вчера выучили. Допустим, эпидерсия. Это непонятная или загадочная ситуация, которая с вами произошла. Кстати, очень подходящее слово к этому случаю. И вдруг слово, которое вы вообще не знали, что существует, окружает вас. Это долбанная магия. Научная магия. Меня это достало. Я сейчас найду слово, которое точно не будет нигде повторяться. Шпрехшталмейстер. Работник цирка, ведущий циркового представления. Шпрехшталмейстер. Нет, такого я точно нигде не услышу. Шпрехшталмейстер форте поднимает настроение вроде. И вроде бы теперь все это очень логично, не правда ли? Но я кое-что еще расскажу. Есть еще один эффект, способный нам объяснить, что тут, мать вашу, происходит. Эффект коктейльной вечеринки. Название становится все страннее, но это никак нас не должно волновать. Представьте, что вы пришли на шумную вечеринку, все галдят, кричат, тусят, вы болтаете с одной компанией, рядом общается другая, и если записать все это на диктофон, то получится дьявольская какофония, как будто вам в ухо дрель засунули. Но если вы находитесь непосредственно на самой вечеринке, то если где-то рядом скажут ваше имя, то среди остального шума ваш мозг поймает именно это слово и триггернется, хотя вокруг никто не будет этого слышать. И тут вы такие, блин, а ведь это действительно было, чертов колдун из телевизора говорит правду. Никакой фантастики, просто у нас низкий порог восприятия вещей, которые нам важны. Например, наше имя. Были даже проведены соответствующие исследования, так что это не просто чья-то догадка. Следовательно, вы не придаете значения словам и фразам, которые вам не интересны. Зато если вы об этом прочитаете или заинтересуетесь, то очень высока вероятность, что триггериться будете уже на это, игнорируя другие неизвестные вам факты и слова. Такое избирательное внимание. Сколько там сейчас времени? Ах да. Столько же, сколько и всегда. Совершенно у всех такое было. Когда бы вы ни посмотрели, который сейчас час, там будут те цифры, которые всегда вас преследуют. Допустим, двойки. Не падайте в обморок, я за вами не подглядываю. Просто, во-первых, это распространенная проблема, а во-вторых, двойки — это очень распространенные цифры в данном контексте. У меня тоже двойки, если что. И каждый, мать его, раз, когда я поднимаю телефон, там чертовы двойки. Я бы мог сказать единицы, и многие из вас такие: ох, как так, он слишком много знает. Нет. Или любое другое число. Дело в том, что если гуглить этот феномен насчет повторяющихся чисел, вы, вероятнее всего, не найдете ничего. Потому что все место занимают объяснения из разряда нумерологии. 11.11. Поиск. 11.11.11. Хранители духа. Активация. Посланники. Следующие врата. На вранье больше похоже. Легко попасть на любимый мейл-ответы, где сверхразумы, опередившие эволюцию, дают нам ответы на волнующие нас вопросы. Я сразу вижу, что мое число очень опасное, и мне нужно быть осторожным. Вселенная пытается нам что-то сказать. Но если верить книгам, а они врать не станут, повторяющиеся на часах числа называют ангельской нумерологией. Высшие силы, ангелы-хранители везде подсовывают вам определенные числа и пытаются тем самым дать подсказки. Но вы слишком тупые, чтобы это понять. Дзен познают только просвещенные. Вот, например, число 77. Многие из вас видят его постоянно, и вот что вам нужно знать. Вы отлично потрудились. Продолжайте так же и дальше, потому что все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. И все же, есть ли хоть какое-то научное обоснование тому, что вы каждый гребаный день встречаете везде одни и те же цифры?
И это, конечно, теперь кажется достаточно очевидной вещью, но вы видите одинаковые цифры только потому, что уже привыкли искать закономерность из-за того, что когда-то случайно так совпало, и вы 2 или 3 раза подряд увидели это число. И ответ кроется в том, что остальные числа вы просто игнорируете, сами того не замечая. Да сука! Это вам не шутки, а жизнь. Вы на самом деле по миллиону раз достаете свой телефон, проверяя уведомления, даже иногда несмотря на часы. Но в очередной раз, когда ваш мозг поймет, что там сейчас то число, которое он уже видел, то сработает триггер. Также и с чеками, номерами зданий. Вы в день можете отсматривать их сотнями. Хотя насчет чеков я, наверное, погорячился. Но замечаете только почему-то свое число маньяк. Потому что оно за вами следует по пятам. Бадумц. Подливали масло в огонь фильмы, которые отталкивались от этой идеи. Например, роковое число 23 или 11-11-11. Мы живем на улице 18-14. 1 плюс 8 равно 9. И 9 плюс 14 равно 23. 14. 1 плюс 4 равно 5. И 5 плюс 18 равно 23. Господи. Что самое интересное, иногда после них люди и узнавали, что существуют повторяющиеся числа, и начинали их видеть тоже. Чертов кинематограф, будь ты проклят! Как правило, ваше то самое число может быть крепко связано с важными моментами из жизни. Любимое число, номер квартиры, машины, дата рождения, да совершенно любое число, которое крепко засело у вас в голове. Красный 27, белый 65, 65 плюс 27, 92, в слове розовый 4 буквы, 92 делено на 4, 23, мать твою! Если честно, то я ничего не понял. Мозг такой говорит: о, нормас, я буду искать везде то, что меня интересует, и ты меня не остановишь. И что-то мне подсказывает, что Вселенная хочет сказать нам только одно. Перестаньте вестись на всякое дерьмо. Вообще удобно. Если у вас спросят, сколько времени, то можно даже телефон не доставать. Нет, слишком тупо. Это чертово число преследует меня. Даже сейчас, когда я пишу этот текст на часах. Да, 4 единицы. Чёртовы 4 единицы. В общем-то, этот феномен работает даже в рекламе. И ее настолько много вокруг, и к ней уже все привыкли, но как только появляется реклама с крутым джинглом или просто какая-то нестандартная, которая обращает на себя ваше внимание, все. Теперь для вас она просто повсюду. Помните, я рассказывал про первую в мире телевизионную рекламу наручных часов? Вы только представьте, какой лютый Бадр Майнхоф словили люди того времени. Прям... Я видел уже! Теперь, сталкиваясь с этим эффектом, вы не будете недоумевать, что это за херня, а вы будете понимать, что это произошло когнитивное искажение. И это прикольно. Эти размышления о чуде, все это вызвано ненаучным подходом к проблеме. Ты ищешь число 23 и находишь его. Просто примите это. Главное, чтобы врачи особо с этим феноменом не сталкивались, а то будут диагнозы видите везде, которые только вчера узнали. Отстой. Не верьте никому на слово и все проверяйте сами. И не позволяйте никому собой манипулировать вот таким образом. В данный момент в моем инстаграме 1453 публикации. Нет? Не ваше число. А что если 1 плюс 4 плюс 5 и 3? 13. 13. Иисус присматривает за вами и поддерживает в вас благой настрой. Это ли не повод подписаться на мой инстаграм? Я не могу не рассказать о спонсорстве канала. Сейчас нас поддерживают 75 человек. 75. Какой-то отстой, может быть. 57. Доверьтесь своим переменам, и они приведут туда, куда нужно.
В общем, вы поняли. Спасибо за просмотр. В комментариях пишите числа, которые вас преследуют. И я уверен, кто-нибудь лайкнет именно ваш, потому что у каждого числа достаточно много жертв. Скоро увидимся. Не, вот это число реально интересно было.